Всем привет! Это канал о вязании Азалия Нитин и я Вера. Сегодня я покажу вам, как связать зимнюю салфетку елочки. Обычно ее вяжут из зеленой пряжи, но я выбрала вот такой нежный цвет, как будто перед нами заснеженный лес, и с люрексом, словно снег искрится на солнышке. Я добавила схему салфетки, также она будет выложена в моей группе ВКонтакте. Переходите по ссылке в описании в уголочке экрана, чтобы распечатать ее. Давайте посмотрим. Сначала мы свяжем 7 рядов по кругу, а потом отдельные мотивы будут елочки, то есть каждая елочка вяжется отдельно поворотными рядами. Здесь присоединяется нить, пошли поворотные ряды, 4 яруса. По ходу вязания ввязываются бусинки для украшения и заканчивается вот на 24 ряду. Вот в этих местах нить можно не обрывать, а использовать соединительные столбики в качестве перехода. Затем нить обрываем уже в конце и начинаем присоединять заново и вязать вторую елочку. Вторую елочку вот в этих вот точках крайних мы соединяем с первой в процессе вязания. Ну и потом, когда все елочки будут связаны, мы выполним 4 вида обвязки. Обратите внимание, что вот в последнем ряду также используются бусинки для красоты. Вот как это все выглядит на салфетке. Начинаем от центра, 7 рядов по кругу, и затем вот они елочки, которые вяжутся по отдельности, и в этих точках крайних соединяются. Ну и затем 4 ряда последние вяжем по кругу также. Для вязания нам понадобится пряжа. Я использовала вот такую вот. Это чистый 100% акрил Summer Nights. Это Yarn Inspirations. Это Line Brand, по-моему. Ну, в общем, это все американские бренды, поэтому... Да, 100 грамм, 400 метров. Цвет называется Treasure Island, остров сокровищ. Красивое название. Крючок я использую 2 миллиметра. И также понадобится бисер. Я взяла самый простой из детского набора для браслетиков. Ну, вот выбрала белый, зеленый, голубой. Можно использовать какой-то контрастный цвет, наоборот. Для начала нам нужно нанизать на нашу пряжу все бусины, которые будут использованы в салфетке. Я посчитала их количество. Будет 156 бусин. Сначала нужно нанизать крайние, которые будут в последних рядах обвязки, а потом уже для елочек. Специальной иглы для бисера у меня нету, но я использовала обычную иглу и с помощью ниточки вот так вот подсоединила пряжу. И нанизываем бусины. 48 бусин я возьму белых для обвязки последнего ряда. И 108 бусин для елочек. Я использую 3 цвета для елочек. Я нанизала все бусины, 48 белых и 108 цветных, 3 цвета. И теперь будем вязать саму салфетку. Набираем 8 воздушных петель. Делаем сначала первую петлю. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В первую петлю выполняем соединительный столбик. Сделаю поближе. Сделали. Теперь вяжем 3 воздушные петли подъема. Начинаем вязать первый ряд. 3. Затем вяжем еще 2 воздушные петли. 1, 2. И выполняем столбик с накидом в кольцо.
хвостик лучше ввязывать в ниточки, в столбики. Снова 2 воздушные петли, снова в кольцо вяжем столбик с накидом. Таким образом у нас должно получиться 12 столбиков. Повторяем до конца ряда. Из каждого этого столбика впоследствии будет выходить елочка. То есть 3 воздушные петли плюс 11 столбиков. Итак, готово. Я дошла до конца ряда, делаю последние 2 воздушные петли. И вот в первую вот эту арочку я подсоединяю соединительным столбиком. Все, первый ряд закончен. Начинаем второй ряд. Второй ряд. Снова 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Затем снова 3 воздушные петли. И над первым столбиком с накидом мы вяжем столбик с накидом. Снова 3 воздушные петли. Над вторым столбиком снова вяжем столбик с накидом. И продолжаем так вязать до конца ряда. 3 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком предыдущего ряда. Вяжем так до конца ряда. Заканчиваем ряд. 3 воздушные петли связали. И в первой арочке мы присоединяем соединительным столбиком. Сейчас делаем 3 воздушные петли. Начинаем третий ряд. И вот в этот же столбик мы вяжем столбик с накидом. Такая галочка получается. Из каждого столбика будет выходить по галочке такой, по 2 столбика. Теперь вяжем 3 воздушные петли. И над следующим столбиком мы также вяжем 2 столбика с накидом, галочка из одной вершины. Итак, первый столбик. Связали 1 столбик. Теперь сюда же, в эту петлю, вяжем второй столбик. Готово. Продолжаем так до конца ряда. 3 воздушные петли. И над следующим столбиком вяжем 2 столбика из одной петли. Первый столбик. И сюда же второй столбик. Вяжем до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. 3 воздушные петли у нас. И подсоединяем их вот соединительным столбиком к третьей воздушной петле вот этой цепочки с 3 воздушных петель подъема соединительным столбиком. Готово. Теперь делаем 4-й ряд. Начинаем 3 воздушные петли подъема. Сделали. Потом снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И над вторым столбиком из этой галочки мы вяжем 2 столбика. Вот в эту петлю над вторым столбиком. Надо за 2 ниточки подцеплять. Сейчас меня за одну подцепила. Вводим крючок за обе ниточки обязательно. Вот. Так, сделали 1 столбик. И сюда же, в эту петлю, делаем второй столбик. Сделали. Сюда мы тоже провяжем второй столбик, но в конце ряда. Делаем 1 воздушную петлю. И над первым столбиком из галочки вяжем 2 столбика. То есть из каждой галочки по 2 галочки у нас выходит.
Вот, 2 столбика связали. Затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вторую галочку вяжем над вторым столбиком. Первый столбик и второй столбик. Так, вот так получается. Дальше 1 воздушная петля подъема. Повторяем все до конца ряда. Вяжем галочку. 2 столбика над первым столбиком. Второй столбик. Дальше у нас 3 воздушные петли подъема. Просто 3 воздушные петли над вторым столбиком. Также вяжем 2 столбика. 1 и второй. Продолжаем до конца ряда самостоятельно. Доходим до конца ряда, вяжем 1 воздушную петлю, делаем накид, и теперь нам надо довязать недостающий столбик с накидом рядом с 3 петлями подъема. Поэтому в эту же петлю, откуда 3 петли подъема выходили, вяжем столбик с накидом и присоединяем его соединительным столбиком к 3 петле этой цепочки. Готово. 4-й ряд закончен. Начинаем 5-й ряд. Нам нужно переместиться на серединку арочки. Делаем соединительный столбик в цепочку. 2 даже соединительных столбика. 1 и второй столбик. Так, второй столбик связали. Так, все, теперь вяжем 3 петли подъема. 1, 2, 3. Затем еще 3 воздушные петли. И в эту арку вяжем 3 столбика с накидом. Уже не над столбиками, а в саму арочку. 1, 2 и 3. Дальше вяжем одну воздушную петлю и снова 3 столбика уже в следующую вот эту арку. Первый столбик, второй, третий. Затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И в эту же арку мы вяжем снова 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. И продолжаем так вязать до конца ряда. Заканчиваем 5-й ряд. 1 воздушная петля. И делаем 2 недостающих столбика рядом с петлями подъема, вот в эту арку. Но не в саму арку, а вот в соединительные столбики. 2 этих столбика, которые мы сделали в начале ряда, вот в них и делаем столбики с накидом. Итак, первый и второй столбик. И теперь подсоединяем к 3 петле воздушный подъема соединительным столбиком. Все, готово. Это был 5-й ряд. Теперь начинаем 6-й ряд. Выполняем 2 соединительных столбика, чтобы оказаться на середине арочки. Первый и второй. И вяжем 3 воздушные петли подъема. Затем еще 3 воздушные петли.
И уже в эту арку мы вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем 2 воздушные петли, 1 и 2. И снова в следующую арку мы вяжем 4 столбика, 3 воздушные петли и 4 столбика. Итак, первый столбик, второй столбик, третий, четвертый, затем 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 3, и в эту же арку вторые 4 столбика, 1, 2, 3, 4. И повторяем все до конца ряда. 2 воздушные петли, в следующую арку 4 столбика, потом 3 воздушные петли, 4 столбика. Вяжем самостоятельно. Заканчиваем 6-й ряд. Делаем 2 воздушные петли и довязываем недостающие 3 столбика с накидом. Соединительные столбики вот эти вяжем первый, 1, дальше 2 и 3. И подсоединяем к 3-й воздушной петле соединительным столбиком. Готово. Теперь будем вязать 7-й ряд. Это последний ряд при вязании по кругу. Делаем 2 соединительных столбика в арочку, 1, 2, теперь 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. Сюда же вяжем еще 3 столбика, 1, 2 и 3. Получилось 4 столбика. Теперь вяжем 3 воздушные петли и снова 4 столбика с накидом в эту же арку. 1, 2, 3 и 4. Готово. Теперь у нас будет 3 воздушные петли. И в следующую арку мы также вяжем 4 столбика, 3 воздушные петли, 4 столбика. Итак, начинаем. Первый столбик, второй, третий, четвертый, затем 3 воздушные петли и сюда же 4 столбика в эту же арку. Первый, второй, третий и четвертый. Повторяем все до конца ряда. Снова 3 воздушные петли и так далее. Заканчиваем 7-й ряд.
3 воздушные петли и вот в третью петлю подъема вяжем соединительный столбик. Готово. Теперь можно либо обрезать нить и начать елочку, либо к середине арки подобраться соединительными столбиками. Но я не люблю обрезать нить, я просто сделаю 4 или 5 соединительных столбиков. Это не будет особо заметно в готовой работе. 1, 2, 3. Теперь в саму арку пошли делать 4. Хватит. Так, теперь пойдет у нас елочка. 1, 2, 3 воздушные петли подъема. И сюда же, в этот же соединительный столбик, откуда 3 петли подъема мы сделали, нужно сделать 2 столбика с накидом. Второй. Готов 8 ряд. Девятый ряд начинаем. 3 воздушные петли. Переворачиваем вязание. Делаем сюда же в первую петлю еще 2 столбика с накидом из одной петли. Первый столбик и второй столбик. Готово. Дальше во второй столбик, в петлю над этим столбиком, мы вяжем 1 столбик с накидом. И в последнюю следующую петлю мы вяжем 3 столбика. Это вот будет третья петля из цепочки подъема. Нужно аккуратно сделать, желательно за 2 ниточки там в саму эту петельку воздушную. 3 столбика, чтобы было аккуратно, без всяких дырочек, растянутостей. Все, 9 ряд готов. Начинается елочка. Теперь будет 10 ряд, и в 10 ряду будет первая бусина. 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание. В крайнюю петлю, в первую, вяжем еще 2 столбика с накидом. Первый и второй. Готово. Теперь вяжем 2 столбика в следующую петлю. 1 и еще в следующую еще 1. То есть 2 столбика провязали. И теперь у нас будет столбик с накидом с бусинкой. Итак, делаем накид, и бусина должна лежать на передней части петли, образованной накидом, то есть ближе к нам. И таким образом мы вяжем столбик с накидом. 1 и 2. Готов столбик, и эта бусинка лежит на лицевой стороне, как нам и нужно. Дальше продолжаем по схеме. Столбик с накидом, еще 1 столбик в следующую петлю. И в крайнюю последнюю петлю 3 столбика из одной петли будут выходить. Всегда ряд будет заканчиваться и начинаться 3 столбиками из одной петли. Второй и третий. Десятый ряд готов. И 1 бусинка, вот она,
Дальше будем вязать 11 ряд. 3 воздушные петли подъема. Разворачиваем вязание. В первую же петлю снова вяжем 2 столбика с накидом. 1 и 2. Теперь вяжем все до последней петли. Это у нас 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. Все, 9 провязали. И в третью петлю из воздушной цепочки предыдущего ряда, то есть в крайнюю самую петельку, мы вяжем 3 столбика с накидом. Один, сюда же 2. Немножко неудобно здесь. Вот он, 2 столбик. И сюда же 3. Все, готово. Сейчас у нас будет 12 ряд. 12 ряд. Нам нужно выполнить 6 соединительных столбиков. Можно оборвать нить и присоединиться вот к 7 столбику, но лучше сделать, я считаю, 6 столбиков соединительных и нить не обрывать, чтобы ничего не заправлять, не было никаких узелков. Итак, 4, 5, 6. Так, теперь начинаем непосредственно уже сам 12 ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. И в первую же эту же петлю делаем еще 2 столбика с накидом. 1 и 2. Затем у нас 3 столбика идет. 1, 2, 3. И в следующий же столбик мы вяжем 3 столбика из одной петли. 1, сюда же в эту же петлю 2, сюда же в эту же петлю 3. Ряд закончен. Двенадцатый ряд готов. Теперь будем вязать 13 ряд. Там будут 2 бусинки. Делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3 и переходим на 13 ряд. Поворачиваем вязание. Делаем в первую петлю еще 2 столбика. 1 и 2. Теперь нам нужна бусинка, она должна быть на изнаночной стороне. То есть я сначала делаю накид без бусины, вытянула рабочую нить, и вот здесь я уже делаю накид с бусиной, причем бусина должна быть на изнаночной стороне, то есть вплотную к петле рабочей. Все, провязали, бусинка получилась на изнанке. Теперь вяжем 5 столбиков по одному столбику с одной петли, разумеется. 1, следующую петлю 2, так, 5 связали.
теперь снова с бусиной у нас столбик. Итак, делаем накид, вытягиваем рабочую нить, и теперь уже накид с бусиной. Вот, пододвигаем вплотную к рабочей петле и вяжем столбик. Заканчиваем. Готово. И вот у нас 2 бусинки, но здесь хвостики, мне приходилось обрезать нить. И 2 бусинки. И в последнюю крайнюю петлю мы делаем 3 столбика с накидом. 1, 2 и сюда же 3. Все, 13 ряд готов. Дальше начинаем 14 ряд. 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание и вяжем 11 столбиков до самой крайней петли. А в крайнюю петлю из одной петли 3 столбика сделаем. Итак, вяжем еще 2 столбика в первую петлю. Один и второй. Теперь вяжем 11 столбиков. Один, 2. Все, 11 столбиков связали, и в крайнюю петлю вяжем 3 столбика. Первый, второй и третий. Готово. 14 ряд связан. Итак, 15 ряд. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Поворачиваем вязание. Вяжем в первую петлю еще 2 столбика с накидом. 1 и второй. И теперь вяжем 15 столбиков до последней петли ряда. 1, 2, 3. Все, 15 связали. Вот они 15. И вяжем в крайнюю петлю 3 столбика. 1, 2 и 3. Все, готов, 15 ряд. Теперь у нас пойдет 16 ряд, и это будет следующий ярус. Так, у нас сейчас будет 6 соединительных столбиков, чтобы начать 3-й ярус елочки. И не обрывать при этом нить. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вот он. Здесь это не очень видно, и в готовой салфетке, я думаю, не будет заметно. Итак, 3 воздушные петли подъема, пошел 16 ряд. В первую петлю вяжем еще 2 столбика. 1 и второй. Дальше вяжем 6 столбиков, потом бусину, еще 2 столбика. Итак, 6 столбиков. Первый, второй. Все, 6 столбиков связали. Теперь бусинка. Давайте еще раз посмотрим, как бусину
делать. Пододвигаем. Делаем накид. И бусинка лежит спереди, на передней части. А затем просто вяжем столбик с накидом, как обычно. Провязываем 2 петельки, еще 2 петельки. Все, бусинка хорошо зафиксирована. Теперь вяжем 2 столбика. 1, 2. А из следующей петли будем вязать 3 столбика. Один, сюда же 2 и сюда же 3. Все, 16 ряд готов. 17 ряд. 3 петли подъема. Поворачиваем вязание. И сюда же вяжем 2 столбика в первую петлю. 1 и 2. А дальше у нас будет 13 столбиков. 1, 2, 13 столбиков связали. И теперь в крайнюю самую петлю вяжем 3 столбика. 1, 2 и 3. 17 ряд готов. Начинаем 18 ряд. 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание, вяжем в первую петлю еще 2 столбика, 1 и 2. Затем вяжем 2 столбика, 1, еще 2, а затем у нас будет бусинка. Пододвигаем бусинку, делаем накид. Бусинка спереди у нас на передней части петли, образованной накидом. Вводим крючок и вяжем обычный столбик с накидом. Все, бусинка у нас готова. Дальше у нас еще 13 столбиков. 1, 2. Все, 13 связали. У нас 2 столбика осталось, 2 петли. В первую мы свяжем столбик с бусинкой, а во вторую 3 петли крайние. Ой, 3 столбика крайних. Итак, вяжем столбик с бусинкой. Готово. И в самую крайнюю петлю мы вяжем 3 столбика, как обычно. Один, 2 и 3. Восемнадцатый ряд готов. Видео получается уже очень длинным, поэтому окончание салфетки будет во второй части. Не пропустите, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик.